Сегодня я превращу этот технический горшок, в котором продавалось растение, в антикварную керамику. В этом видео я покажу, что покупные инструменты можно заменить подручными средствами. Для начала приготовим основу или раствор, на который положим плиточки. Вы можете использовать то папье-маше, к которому вы привыкли. Добавляем клей ПВА. Можно добавить обойный клей. А чтобы кашпо было максимально прочным и не боялось влаги, добавляем сухую финишную шпаклевку. Это делает состав более пластичным, а при высыхании твердым, как камень. Для изготовления круглых плиточек буду использовать круглые молды и штампы. Но если у вас их нет, не беда. Я покажу, как создать не менее эффектные оттиски с помощью того, что вы найдете в доме. Для равномерного слоя раскатываем между двумя палочками. Плиточек я взяла самозатвердевающую массу для лепки. У меня марка Jovi. В качестве вырубки используем стаканчик, а крахмал во избежание прилипания. Пластиковые колпачки также могут послужить вырубками. А это штамп из фактурной пуговицы. Делаем штамп из бижутерного лома. Смотрите, из чего еще можно сделать. Это металлическая бусина в форме цветка. Фактурная ткань или кружево. Плиточки не сушим, накладываем на сырой слой массы папье-маше. Клей вам не понадобится. В случае, если у вас не было достаточно времени закончить этот этап работы и папье-маше высохло, достаточно слегка смочить его водой для лучшего сцепления материалов.
Проверьте ваши колпачки от фломастеров и маркеров. Масса дает усадку, поэтому прикладываем внахлёст. Проверьте и прижмите как следует все заготовки. Если после высыхания появились трещины, затираем шпаклевкой. После полного высыхания окрашиваю акриловой краской. Густую краску разведите немного водой. Окрашиваем так, чтобы краска попала во все углубления. Не дожидаясь высыхания, стираем краску увлажненной тряпочкой, движения скользящие. Акриловая краска сохнет быстро, поэтому окрашиваем по частям. Можно по верхушкам немного пройтись белой краской. Для финиша я использую атмосферостойкий лак по металлу. Именно он дает защиту и эффект обожженной керамики. Посмотрите, он абсолютно прозрачный. Он не меняет цвет краски и создает сверхпрочное покрытие. С таким покрытием кашпо можно выставить на улицу. Кто бы мог подумать, что обычный пластик, яичные лотки и немного, чуть больше 100 грамм самозатвердевающей массы для лепки могут стать такой благородной керамикой. Не бойтесь экспериментировать. И до встречи в новых видео.